22 декабря, который мы отмечаем в России, ну и, в общем-то, во многих постсоветских странах. Самые важные, самые нужные люди, поскольку самое важное из искусств для нас по-прежнему электричество. С праздником всех причастных, а причастны мы все. В самый темный день года, календарный, самый светлый праздник. Всех, кто работает, всех, кто трудится, проектирует, прокладывает. С праздником. Я думаю, сейчас все по ту сторону экрана зааплодировали, а может быть, даже встали. Что ж, присоединяюсь к поздравлениям. Если что, писать нам предложения, замечания, вопросы можно с помощью QR-кода, который вы видите вот тут в углу экрана. Ну, а мы переходим от нулевой темы к первой. И первая тема у нас судьба угля. Судьба угля. Ну, давайте так. Цель по добыче угля в Российской Федерации на уровне 2024 года, в общем, собираются достичь добычи на уровне 2024 года, по итогам 2025. В некоторых регионах... И убрали тут же... Хорошо, я так зачитаю. В некоторых регионах добыча снижается, например, в Кузбассе. А в дальневосточном регионе, где ближе транспортное плечо к центрам потребления, она увеличивается. За счет этого мы достигаем цели сохранения добычи угля на уровне прошлого года. Собственно говоря, о чем идет речь? О том, о чем мы в этой программе неоднократно рассказывали. Понятно, что гораздо интереснее, когда мы говорим про американский газ, американский уголь, Урсулу фон дер Ляйен, Дональд Трамп, про вот этих всех. Но иногда, знаете, мы срывались и начинали говорить про Российскую Федерацию, про нашу нефть, про наш газ и наш уголь. И, собственно говоря, с угольной промышленностью у нас некоторые сложности. Борис, что у нас за сложности? Такого кризиса мы не видели с нулевых годов. С момента всемирного экономического кризиса мы добились этого. Мы не просто так принимали энергетическую стратегию на период до 2050 года. В апреле, напомню, утверждена, в мае начался кризис. Неплохо составлен текст энергетической стратегии. Это, если что, не взаимосвязанные явления, просто хронология. То есть стратегия действительно сама по себе, реальная обстановка в отрасли сама по себе. Мы добываем больше в дальневосточном регионе. Не очень в курсе, кто такие мы. Знаю, что растут показатели у Якутии за счет деятельности двух компаний. «Ильгау-Уголь», которая в этом году по Тихоокеанской железной дороге к строительству, которой не причастно ни одно министерство, будет вывезено порядка 17 миллионов тонн угля. И наращивается шахтная добыча колмара в Нирингре. Вот два показателя, которые вытягивают отрасль. Собственно говоря, почему про транспортное плечо заговорили? Потому что, я думаю, не секрет. А если вдруг кто-то пропустил события последних почти 4 лет, у нас 10 августа 2022 года пришлось резко перекраивать направление поставок нашего угля с европейского направления на восточное. Притом нельзя сказать, что в восточном направлении уголь раньше не шел. Он шел. Притом Китай был крупнейшим покупателем нашего угля до 2022 года. Он, собственно, остается таковым и сейчас. И понятно, что если вы добываете где-нибудь на Сахалине, где-нибудь в Якутии, то вам везти, наверное, ближе, чем если вы добываете, где-нибудь в районе Донецкого угольного бассейна. Донецкий угольный бассейн – отдельная тема, а в Кузбассе так, как есть. Наверное, пару слов можно сказать о достижениях Кузбасса. Я предлагаю это сделать. Минус 7% ожидается объем добычи год к году. Что касается угля, оно внепланово, но не так давно опубликован список поручений президента по результатам Российской энергетической недели, где очень приятно, по крайней мере для меня, появилось поручение в адрес правительства разобраться с топливно-энергетическими балансами. Был такой документ, который позволяет оценивать, что у вас в регионе есть, что и как вы используете, что вы вынуждены к себе тем или иным способом ввозить, что у вас экспортируется и так далее. То, что это необходимо, мне казалось, что достаточно очевидно. И у нас не было ни одного министра энергетики, который не пытался бы навести с этим порядок, но все это игнорировалось. Результаты, давайте так, чтобы просто для наглядности. Амурская область, Ярковецкий каменноугольный бассейн, более 20 миллиардов тонн угля. Уголь на Амурский ТЭЦ поставляется из Якутии. Камчатка. Уголь до последнего времени добывала австралийская компания, завозился он северным завозом из Кузбасса.
Не с Сахалина, а с Кузбасса. В последние 2 года сумели исправить. Ну и так далее. Магадан, получающий уголь, тоже из Кузбасса, про загруженные железные дороги и так далее. Ну, рекордная отметка, я считаю, 2, наверное. Это ТЭЦ в Вологодской области, которые 2 года получали уголь из Хакасии. Представили карту? Ну и рекордные новости вот у нас поступили в этом году из Кемеровской области, где на Югринской теплоэлектроцентрали угля осталось на 2 дня. Это Кемеровская область. Угля осталось на 2 дня. Мне кажется, надо пояснить, потому что, я уверен, далеко не каждый наш зритель понимает, в чем ирония. Уголь, Кемеровская область и такие низкие запасы. В Кемеровской области добывается четверть всего нашего угля, более 100 миллионов тонн. При этом Кемеровская область снижает объем добычи, она не может его вывести. При этом ТЭЦ собственной Кемеровской области каким-то образом на минимальных запасах угля. Нам надо наводить порядок с топливно-энергетическими балансами, и Владимир Владимирович предлагает это снова сделать основой для всех стратегий нашего развития. На мой взгляд, давно пора, и раз ситуацию довели до того, что на это обращает внимание президент, есть надежда, что в этот раз услышат. Потому что до сегодняшнего дня Росстат учитывал по-своему, Министерство энергетики по-своему, Министерство экономического развития по-третьему. Может быть, в наше цифровое время наступит. Тут самый веселый вопрос, каждый раз нам его задают, когда мы говорим про ситуацию в угольной отрасли. Вот каждый раз, я подозреваю, один и тот же человек. Но у нас все угольные компании частные? Все. До одной. Как вы знаете, частный бизнес самый эффективный. Самый. Всегда. В 100% случаев. Кроме тех, когда он неэффективен. Но это кто-то другой виноват. Ну и легко сравнивать. В этом году по угольной отрасли ожидается общий убыток минус 300 миллиардов рублей, а забюрократизированный, централизованный Росатом продолжает строить больше всех в мире атомных электростанций. Минэнерго завершает согласование стратегии развития угольной отрасли Российской Федерации до 50-го года. Это так в продолжении ранее сказанного. Давайте соответствующее сообщение прочитаем. Хорошо. Минэнерго Российской Федерации завершает работу над проектом программы развития угольной отрасли до 50-го года. Министерство согласовывает материалы с ведомствами и регионами и предоставит стратегию в этом году. В ноябре в Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что министерство подготовило рабочий проект программы развития угольной отрасли до 50-го года. В документе будет отражено современное состояние угольной промышленности России, представлен анализ трендов развития мирового производства и международной торговли углем, а также анализ вызовов и угроз для развития угольной промышленности России. Кроме того, будет сформировано целевое видение, образ будущего. Мне очень нравится, что это закавычено и прямо в скобочках. Отрасли на период до 50-го года. Образ будущего до 50-го года, если что, собственно, до 50-го года осталось 25 лет. Это не так много. Что приятно, согласовывает материалы с ведомствами и регионами. Не с экспертами, а с ведомствами и регионами. И отрадно, конечно, что проект этого замечательного документа «Угольная стратегия» ни в одном открытом источнике информации найти невозможно. Прекрасный стиль работы, главное все засекретить, и тогда все будет хорошо. В защиту замечу следующее, что... Я восхищаюсь. Я понимаю. Я думаю, все восхищены. Учитывая, что предлагается дать анализ текущей ситуации, возможно, тут стоит держать документ в закрытом режиме, чтобы кто-нибудь, кто не должен знать о текущей ситуации в нашей отрасли, то есть тот, кто не читает российские СМИ, сообщения новостных агентств, собственно говоря, мы сегодня будем довольно часто цитировать ТАСС, тот, кто не слышит заявления на уровне президента Российской Федерации, для них, чтобы они ни в коем случае не узнали, что у нас что-то не так в отрасли. Допустим, я предполагаю, что, возможно, поэтому. Я уверен, что документ будет не менее великолепен, чем вся энергетическая стратегия до 2050 года. Дорожная карта, которая должна была появиться до конца лета этого года, но не появилась. Тоже, видимо, секретная. Что ж, дальше. Минфин Российской Федерации не обсуждает применение новых мер поддержки, а то мы знаете, стратегия, день сегодняшний, проблемы, меры поддержки.
не обсуждает применение новых мер поддержки угольного сектора после продления отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Я все понимаю, что очень скучно про налоги слушать. Понимаете, ни одного Трампа не пробегает, ни одна Урсула фон дер Ляйен не выступает с ярким заявлением. Нет. Налоги какие-то. Трампа можно вернуть. Он уже призвал свою угольную отрасль «Копай, детка, копай». Ну, возможно, вот получится как «Бури, детка, бури». Так что не к ночи будет помянут. Так вот, но, понимаете, это налоги, которые в бюджет Российской Федерации идут, и они немножечко влияют на социальную сферу в Российской Федерации, на моногорода, на стабильность поставок электрической энергии, о чем мы еще дальше будем говорить, поэтому не переключайтесь. Стабильность поставок электрической энергии и тепловой, особенно в зимний период, это вообще жизненно важный вопрос. Так вот, значит, не обсуждают после того, как были внесены некоторые уже меры поддержки до марта 2026 года, и давайте соответствующую цитату замминистра финансов почитаем. Лабубу? Да. Не. Там было про тризы. Да. Будет ли у нас 1-3 цитата? Вот и замечательно. Цитата будет, но начну ее читать скорее с листа. Кроме того, мы продлили до 28 февраля. Это отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов. Кроме того, внутри Минфина ничего не обсуждается. Вполне возможно, что это есть на площадке Минэнерго. Объективно, ситуация тяжелая в угольной отрасли, поэтому мы договорились продлить до 28 февраля. Меры поддержки. Живая речь, поэтому тут несколько так сбивается. И дальше уже в индивидуальном порядке разбираться с компаниями. Смотреть их финансовое положение и принимать решения о дальнейших мерах поддержки. Понятно, что, знаете, мы сидим сейчас с Борисом на условном диване, и тут с этого условного дивана вещаем. Но вот какой момент. Я видел в сообщениях, в том числе министерств и ведомств, перечисление компаний, находящихся в тяжелом положении. И это заставило лично меня, может, Бориса нет, меня предположить, что финансовое состояние и в целом состояние экономическое этих компаний известно. А тут, оказывается, надо теперь в индивидуальном порядке разбираться. Возможно, имеется в виду, что после некого оздоровления, которое произойдет, после некоторых послаблений в области НДПИ, страховок. Нет? Это мнение Министерства финансов. У нас есть Федеральная антимонопольная служба, которая распространила в открытых источниках, в отличие от Министерства энергетики, меры по поддержке биржевой торговли. Планируют расширять биржевую торговлю углем и увязывать с мерами поддержки, теми самыми финансовыми. Продаете уголь на бирже, получаете поддержку. Эти меры рассчитаны на период 26-27 года. Мнение ФАС достаточно простое, в отличие от всех других ведомств. Оно точно знает, что кризис будет продолжаться и в 2027 году. Все в порядке. А вы можете иметь свое мнение. Продлят, если что. Конечно. Нет, здесь, кстати, логика определенно присутствует. Тут нас как раз спрашивают... А кто погашает убытки угольных компаний? Никто не погашает убытки угольных компаний. В минус они работают, то как существуют. Некоторые, например, выплачивали, по поводу чего потом были вопросы у государства. Они одновременно заявляли о своем сложном финансовом положении и выплачивали крупные дивиденды своим акционерам, потому что... Потому что они эффективные частные собственники. Как это... Табачок врозь. Там, знаете, есть начало, а тут табачок врозь. Табачок был врозь. Государство спросило, погодите, то есть, с одной стороны, вы рассказываете, ребята, моногорода, у шахтеров большие проблемы. Это же вы погибаешь государство, мы частные эффективные собственники. Но. Социальная сфера, к которой мы имеем самое прямое отношение, она твоя. Поэтому смотри, у наших компаний очень-очень большие сложности. А у нас тут шахтеры, их дети, их жены, воспитательницы в детских садах. У нас моногород, он весь на нашу шахту работает. Поэтому мы, конечно, дивиденды выплатим, но все остальное помоги, пожалуйста, родное государство. Примерно так это выглядит. Со стороны, с нашего дивана. Прибыли и национализация убытков. И у государства возникли вопросы, а как так у вас получается, интересно, вы дивиденды выплачиваете и говорите, что финансовое положение плохое. А с чего вы выплачиваете дивиденды? И там в рамках мер оздоровления, которые были указаны,
То есть там действительно для некоторых компаний буквально санация шла как-то. Санация, меры оздоровления. Вот. Для них, среди прочего, были условия. Вы получаете меры поддержки, но вы четче контролируете свои расходы. То есть, чтобы не было такого, у нас есть некий финансовый поток, прекрасно, денежный поток, прошу прощения, мы его направим на дивиденды, мы не будем его направлять на решение существующих финансовых сложностей. Потому что все финансовые сложности угольных компаний зачастую это сложности социальной сферы. А социальная сфера что? Не относится к бизнесу. Это прерогатива государства. Государство, помогай. Если говорить о социальных мерах поддержки, это создание рабочих мест в тех самых моногородах. И это на самом деле бизнес. Новые рабочие места, не связанные с углем. Как ни странно, люди, которые в этих моногородах живут и работают, они способны не только уголь добывать, они много чего умеют. И вот не создавать там рабочие места, а в момент кризиса сообщать, что нужны рабочие места, государство займись, на мой взгляд, как бы это помягче сказать. А сегодня праздничное настроение, не скажу. Да нет, давайте так, еще раз. Вот мы с дивана говорим, вот с дивана. Понятно, что на местах там есть четкие, внятные, непротиворечивые объяснения, почему все так, и по-другому быть не может, откуда взялись сложности, и так далее, так далее. Все понятно. Но вот с нашего дивана выглядит так, что, вот у нас крупнейшая нефтяная компания работает. На нее санкции наложили, ой-ой-ой-ой, сколько. Крупнейшая газовая компания работает. Санкции наложили, ой-ой-ой-ой, сколько. Притом, когда государство говорит, а вы платите повышенные налоги, берут, выплачивают. Притом, эти налоги исчисляются триллионами рублей. Это не фигура речи, буквально триллионами рублей. А угольная отрасль у нас, которая частная, Эффективная. Она каждый раз падает на спинку. Не вся, разумеется, не вся. Но падает на спинку и начинает требовать помощи. Так может быть, может признаться, что, не справляетесь вы. Почему не справляетесь, неважно. Внешние условия. Вы не справились. Может быть, надо как-то изменить структуру угольной отрасли, чтобы вот вопроса о частных компаниях не было? Сейчас будет угольная стратегия, и все будет по-иному. Возможно. Нет, понятно, еще раз, понятно, что на местах всегда есть объяснение, притом, еще раз, ситуация сложная далеко не у каждой угольной компании, лишь у некоторых. Штук 25, знаете, угольных компаний, у которых все плохо. 59 на грани банкротства. Не, совсем плохо у 25, так, а вот дальше... А дальше 59, остальных еще можно спасти. Вот. Притом, понимаете, проблема с угольной отраслью заключается в том, что перестроение логистики, которое резко началось в 2022 году, неизбежно произошло бы к концу 20-х годов. Уже в 10-х годах, в конце 10-х годов было понятно, что нашим угольщикам надо будет перенаправлять поставки на восток. Потому что Европейский Союз взял до 22 года, я еще раз, жирной чертой, двумя жирными чертами подчеркнул, до 22 года Европейский Союз взял в качестве своей стратегической цели отказ от угольной генерации. А зачем вам? Директива АВИА, 2009 год. Все написано. Потом в 2019 году, когда они зеленую сделку принимали, они там, понимаете, там кучу этих документов можно перечислить, просто каждый цепляется за другой, и в итоге мы видим, угольные электростанции закрываются. Угольные электростанции не просто закрываются, а несколько стран Европейского Союза уже просто не используют уголь. Если мы являлись крупнейшим поставщиком угля, надо было нам готовиться к тому, что мы будем перестраиваться. Надо было. Кто готовился? Государство готовилось. Мы можем сколько угодно ругать РЖД по разным поводам, но кто развивал Восточный полигон? Кто? Восточный полигон развивали наши угольщики? Это еще раз, это, не попытка сказать, что угольщики все плохие. Нет. Это просто недоумение у меня лично вызывает, что Восточный полигон развивает государство. Что такое Восточный полигон? Это расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. С тем, чтобы дополнительно 100 миллионов тонн угля можно было перебрасывать на восточном направлении. Государство готовилось. Сколько денег вложили угольщики в это направление? Чем они помогли государству? Угольщики бывают разные. Компания «Эльга Уголь» построила Тихоокеанскую железную дорогу почти 600 километров, чтобы иметь свой выход на порт, не касаясь интересов РЖД. Частных угольных компаний у нас более 150. Одна решила, что ей такое логистическое решение выгодно, и вложилась.
а оставшиеся 149... Ну, нам тут говорят, что государство выплачивает, про то, как государство компенсирует, субсидируя провозную плату по железнодорожным тарифам и так далее. Ну, отчасти, в общем, вы правы. Да, действительно. Но, опять же, это мы приходим к тому, что государство, каждый раз государство приходит и говорит, мы очень эффективные. Мы очень-очень эффективные. Помоги, а? Мы при этом не будем тебе помогать с развитием железнодорожных путей, которые нам же самим пригодятся. А в Российской Федерации, ну вдруг кто не знает, есть две категории товаров, которые обеспечивают большую часть товарооборота по железным дорогам. Первое – нефть и нефтепродукты. Уголь. Более 40%. Ну, в отдельные годы там до 50 доходило, но это не суть. То есть это вот львиная доля того, что перевозится, это вот. Ну, и еще раз, вот пример. Одной компании надо, она идет и строит. 149 компаний вместе собраться и решить вопрос с железной дорогой, с речным извозом, вот не получается. А возможно государству, знаете, так пофантазировать, если именно фантазия, вот чисто фантазия, знаете, беседуем с вами, вот, уважаемые зрители, возможно, государству стоит увязывать перспективные налоговые льготы с участием наших угольщиков в развитии логистической инфраструктуры. Вкладываетесь, помогаете тем или иным образом, или обязуетесь помочь в будущем. Ну, вот сейчас у вас плохо, мы вам помогаем, но в будущем вы компенсируете это тем, что помогаете, да пусть даже, я не знаю, полувагоны купите, локомотивы закупите, ну, хотя бы так. Как-то поучаствуйте в том, что делается, в том числе для вас. Вот. Было бы, наверное, неплохо.